История PES всегда была связана с несколькими игровыми регионами, отчего и специфика проекта преподносилась немного по-разному. Свою историю игра начинала как Goal затем последовала ESS Pro, а там уже ESS Pro Evolutions. Начиная с последнего заголовка, игра носила разные наименования в зависимости от региона. Начиная с 2000-х, игра в Японии стала называться как Winning Eleven, в то время как в остальном мире игра получила название Pro Evolution Soccer. И к чему же этот небольшой экскурс, спросите вы? А к тому, что для Konami вполне естественна такая практика, когда их футбольный симулятор так или иначе отличается в различных регионах, начиная от названия игры в прошлом и заканчивая отдельным контентом в онлайне в настоящее время. Однако пока в условной Мексике раздают карточку Чичарита, в Южной Америке того же эпического Зика, в Китае существует отдельная версия мобильной игры, которая не похожа ни на привычную мобильную версию, ни уж тем более на глобальную. И большинство, кто так или иначе следил за PES Mobile и также следит за eFootball Mobile, и без того в курсе, что игры по своему наполнению имеют заметные различия. Более того, на этом канале мы уже рассматривали контент, которого нет в глобальной версии игры. Но то был поверхностный подход, исходя из знакомства с различными роликами и скриншотами, которые есть в интернете. Отдельно для этого ролика я скачал себе китайскую версию eFootball Mobile и ознакомился со здешним контентом уже лично, чтобы рассказать о нем вам. Рад вас приветствовать на канале Realistic PS, и сегодня мы поговорим более предметно о китайской версии eFootball Mobile. Более того, я также расскажу, как вы можете установить ее на свой смартфон, поэтому устраивайтесь поудобнее. Как и всегда, не забывайте про привычную поддержку ролика в виде лайка, а в комментариях делитесь своим мнением от увиденного. Так вы помогаете ролику с продвижением. И прежде чем приступить к знакомству с контентом, давайте для начала разберемся, как все до этого дошло. Почему у китайских пользователей в целом существует отдельная версия игры, которая изобилует контентом. А все дело в китайском рынке. Если вы не в курсе, то Китай является одним из самых лакомых кусочков для всевозможного развлекательного контента. В первую очередь это касается кинематографа и видеоигр. Точно не знаю, с чем это может быть связано, но, как правило, если то или иное кино выходит в китайском прокате, оно собирает немалую сумму. И нередко происходит так, что один только Китай может собрать как несколько стран вместе взятые. Поэтому студии всячески изворачиваются, порой перемонтируя фильмы, меняя афиши именно под Китай. С играми дело обстоит аналогичным образом. Китайский рынок мобильных игр является одним из самых прибыльных. Согласно статистике, в стране в игры играют так или иначе 51% мужчин и 49% женщин, а на самом рынке превалируют именно что отечественные студии. Это происходит и благодаря тому, что некоторые западные студии со своими проектами выходят на Китай именно через местные игровые студии. В случае с Konami и eFootball это студия NetAce, которая выступает дистрибьютором игры на китайском рынке. Учитывая непростые культурные традиции, разработчики не могут просто так выпустить привычный контент в Китае, поэтому, как правило, он частично или полностью проходит фильтрацию. В нашем же случае, скорее второй вариант. Все, что касается карточек, дело рук самих Konami, но вот паки и ивенты этим уже занимаются непосредственно NetAce. И чем же примечательна китайская версия eFootball Mobile? Ответ – контентом. Понятно, что контентом, но каким именно? А вот здесь уже поинтереснее, поскольку по большей части китайские разработчики не представляют чего-то сверхнового, чтобы не могло бы появиться в основной версии из-за технических особенностей. За редким исключением, конечно, но об этом чуть позже. Стоит начать с того, что при входе в игру пользователей встречает множество анонсов разного рода паков, ивентов и прочих активностей, которые доступны в игре. В китайской версии разработчики, судя по всему, также следят за положением дел в реальном футболе и как минимум наслышаны о календаре команд. И в связи с этим проводят опросы среди пользователей, где предлагают отдать голос за того или иного футболиста. Здесь вы наблюдаете сравнение Ананы и Салаха, и опрос этот появился в игре за 2 дня до реального матча Манчестер Юнайтед и Ливерпуля. После того, как вы ознакомились с паками и ивентами, представленными на стартовом отрезке, вы забираете ежедневные награды за вход. Все как и у нас, за исключением того, что в китайской версии пользователи преимущественно получают золотые монеты и подарочные крутки различных паков. Причем здесь несколько наград за ежедневный вход. Первый исключительно с монетами, второй также с монетами и слегка разбавленный подарочными крутками и поинтами тренировки. Затем ощутимых изменений мы особо не наблюдаем. Интерфейс тот же, вкладки по большей части тоже. Поэтому заглянем во вкладку с наборами, ведь они кардинально отличаются от тех, что присутствуют в глобальной версии игры. Если вы обратите внимание на паки в обычной версии, то наверняка заметите, что Konami стараются выпускать наборы с футболистами, придерживаясь некой логики.
рынке. Во времена eFootball 2022 были легендарные наборы исключительно с игроками одного клуба. Эпические паки выходят исключительно с игроками одной конкретной лиги. То есть нет такого, чтобы в одном наборе были эпики из Ла Лиги, АПЛ и серии А. Они всегда выпускаются по отдельности. Ну так к чему это я? А к тому, что в китайской версии игры эта логика отсутствует напрочь. В игре немало наборов, в которых собраны всевозможные футболисты и их версии. Паки не ограничиваются только эпиками или только биг-тайм футболистами. Здесь также могут присутствовать и легендарные карточки, как новые, так и старые формации. Вот, например, первый попавшийся набор с эпическими Мальдини, Пауло Дибаллой, вроде бы связь прослеживается, серия А как-никак, и тут бац, Шмейхель. И далее идут эпические игроки, что важно, старой формации, без бустов, и таких паков полно. Очень много наборов с легендарными карточками, которых мы либо не наблюдали в рамках eFootball вообще, либо не наблюдали давно. Например, Райан Гиггс. Он появлялся в PES 2020, но в eFootball, насколько я помню, ни разу. Или что-то интересное для нас, Андрей Аршавин. Приятно удивился, когда застал его, и он действительно доступен в рамках данного пака. В обычной версии Андрей также присутствует, но исключительно у тех пользователей, которые выловили его еще в 21 части, а затем перенесли свой мобильный аккаунт. Помимо подобных наборов, также время от времени присутствуют и тематические паки, о которых я упоминал в предыдущем ролике по китайской версии игры, и также отдельные паки под тематические ивенты. Вот, например, в начале апреля появился некий ивент, и под его оформление вышли отдельные карточки с Роналду, Стерлингом, Ван Дейком и остальными ребятами. И это я не говорю про те же самые наборы команды недели, которые проскакивают и у нас. Также, если вы только-только стартуете в игре, для вас доступны наборы с ГПшными игроками. Вы можете в лишний раз довериться рандому, вместо того, чтобы покупать футболиста на отдельном рынке. Но помимо этого присутствуют наборы, где вы сами вольны выбирать желаемого исполнителя. Игра называет это не столько паком, сколько пятизвездочным агентом, где вам представляют на выбор трое игроков. В моем случае это были Месси, Роналду и Неймар. И заканчивая разговор о паках в этой версии игры, хочется сказать, что это отчасти даже подкупает. Ведь по сути в нашей версии игры, если ты не успел выловить конкретного игрока в момент его релиза, затем придется ждать около полугода, если не больше, пока не выйдет его конкретная версия. За примерами далеко ходить не нужно. Big Time Рональдиньо выходил в eFootball летом 23 года, точно так же как и Адриано. После этого они появились в игре только в апреле 24-го. Для всех тех, кто начал играть в eFootball только после релиза 24-й части, пришлось ждать по сути полгода. Китайская версия в свою очередь позволяет выловить кого угодно и когда угодно. Конечно, я немного утрирую, но тем не менее. Выборка игроков и их версий большая. Не стоит, конечно, забывать про вопрос баланса состава в таком случае, но думаю, что выпуская Konami подобные паки несколько раз в месяц, то и особых проблем бы не было. А что думаете на этот счет вы, пишите в комментариях. Игровые режимы и ивенты. Признаться честно, тема, изученная мною, намного меньше, поскольку китайских иероглифов много, вкладок много, а поэтому сложно непонятно. Поэтому здесь будет компиляция из того, что я успел заметить сам, а что-то подсмотрел у других авторов, естественно, с ссылкой на них. Насколько я успел заметить, в китайской версии очень много рейтинговых соревнований. Большинство из них представляют собой небольшую по продолжительности онлайн-лигу между определенным количеством игроков, которые соревнуются за получение наибольшего количества очков. Причем награды постоянно разные, раздают подарочные крутки, монеты, поинты прокачки и многое другое. То есть это не те же самые ГПшки, к которым мы привыкли в основной версии игры. Есть и ивенты, которые по своей структуре не сильно отличаются от тех, что мы наблюдаем у себя. Вот этот ивент, исходя из переведенного названия, касается исполнения пенальти. Только если у нас в качестве награды в основном вступают поинты прокачки, то здесь подарочные крутки паков. Что касается режимов игры, аналогов которых мы не наблюдаем в основной версии, это так называемый режим коуча. Если вкратце, пользователь выбирает одну из возможных команд, как мы наблюдаем здесь, это Манчестер Сити, и по сути бегаем с реальным составом горожан, состоящим из фейкового Гвардиолы на посту менеджера и футболистами из разных паков. И такой сборкой приходится играть, судя по всему, против искусственного интеллекта, зарабатывая соответствующие награды. Из нового можно отметить ивент, который от и до пропитан чем-то вот китайским. Ну знаете, сеттинг и оформление. Более того, к футболу он имеет мало отношения. Начиная с того же самого оформления данного ивента и заканчивая его сутью. Здесь футболисты немного забывают о том, что они играют в многомяч и устраивают бойню какому-то боссу. Буквально. Сборище карточек, который наносит урон, и за победу полагается
появляется награда. При всех комплиментах и разнообразии китайской версии такого контента нам не надо, даже в теории. Если вы новичок, игра предлагает пройти небольшой квест, который в лишний раз поможет вам познакомиться с мобильной версией, так и усилить свой состав некоторыми карточками, поинтами прокачки и возможностью покрутить те или иные паки. Эта вкладка представляет собой привычные нам цели, только немного в ином виде и иными наградами. Буквально, выполняя задания наподобие «Выберите определенный стиль игры» или «Соберите состав с определенной совокупной силой», вы продвигаетесь по этому квесту и забираете ранее упомянутые награды. Время от времени в игре нужно собирать тематические составы под соответствующие ивенты. Порой попадаются соперники, которым нравится играть составом конкретной команды. Для всего этого в китайской версии присутствует отдельная функция, которая может автоматически подобрать состав под конкретный клуб или национальную сборную, исходя из тех карточек, которые есть у вас. Эту функцию мы отчасти наблюдаем в ивентах, когда игра автоматом накидывает нам карточки под тематическое соревнование. Но в основной версии это происходит исключительно в рамках данного ивента, в то время как в китайской версии это отдельная функция при выборе состава для всех режимов игры. Выслушивая обо всех особенностях и отличиях китайской версии, вы наверняка загорелись идеей посмотреть на все это лично. Что же, это вполне естественно. Поэтому в этом блоке я расскажу об установке китайской версии на ваш смартфон. Мы будем опираться на текстовую установку, которую любезно поделились ребята из телеграм-канала про eFootball. Ссылка на отдельное сообщение с расписанной установкой вы найдете в описании под этим видео, точно так же, как и все необходимые ссылки на приложение. В рамках же этого ролика я все продемонстрирую наглядно. В первую очередь нам понадобится магазин китайских приложений, где мы и сможем найти ту самую версию eFootball Mobile. Возможно, ваш телефон будет ругаться при установке данного приложения, поэтому вам придется разрешить этому приложению доступ к многим функциям. Не переживайте, смартфон у вас не полетит, а после установки игры вы вовсе можете удалить этот китайский магазин и ничего не произойдет. После скачки и установки этого магазина заходим в него и ищем в поисковике eFootball Mobile. Можете также ввести PES Mobile, и игра все равно должна найтись. Нажимаем на большую синюю кнопочку чуть ниже и отслеживаем процент, когда завершится установка. Наш первый вход в китайскую версию eFootball Mobile. Для того, чтобы вас впустило в игру, необходимо зарегистрироваться. Для быстрой регистрации нажимаем на иероглифы в правом нижнем углу и вводим соответствующий логин и пароль, которыми вы будете пользоваться. Подтверждаете введенные данные, и на этом этап установки и регистрации завершен. Вы можете приступать к игре. Стоит отметить, что игра не имеет локализации на другие языки, то есть она исключительно на китайском языке. Для того, чтобы хоть что-то понимать и в целом ориентироваться в интерфейсе, можете скачать переводчик, который может переводить экран в режиме реального времени. Ссылка на него также присутствует в сообщении в телеграм-канале и также будет присутствовать в описании под этим видео. Китайская версия eFootball Mobile поистине изобилует всевозможным контентом. Онлайн-контентом, стоит отметить. По сути, китайским пользователям доступно все то, что мы ждем от глобальной версии, если в лишний раз не вспоминать те же самые оффлайн режимы. Помимо настоебавших дивизионов и однообразных ивентов, китайские игроки располагают теми же самыми рейтинговыми соревнованиями, даже режимами против искусственного интеллекта, которые представляют собой не просто матчи против компьютера в рамках конкретной лиги, а игры за определенный состав команды, состоящий как из стандартных, так и особенных карточек, а про паки я вообще молчу. Помимо их количества, в игре также направо-налево раздаются бесплатные крутки этих наборов. Самый главный и животрепещущий вопрос: дождемся ли мы подобного в глобальной версии? На самом деле я сомневаюсь. Как было упомянуто еще в самом начале, все эти изменения обусловлены особым подходом конкретно к китайскому рынку. И помимо того, что разработчикам самих игр приходится подстраиваться, они также привлекают к работе и местные студии, которые также отвечают за контент. И в eFootball Mobile мы также можем это наблюдать на примере одного из рассмотренных ивентов. Максимум, что мы можем извлечь из этой ситуации, так это появление каких-нибудь аналогов, и то в совершенно ином виде. Фух. Никогда бы не подумал, что закончу писать сценарий к этому видео. И это с учетом того, что далеко не все мелкие функции были охвачены, но по возможности старался охватить как можно больше. Если же вы досмотрели видео до этого момента, то могу лишь поблагодарить вас за то, что прошли весь этот путь со мной, и в лишний раз напомнить вам о важности лайков и комментариев, ведь они способствуют продвижению этого ролика. Как и всегда, делитесь своими впечатлениями от увиденного, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, желаю удачи с установкой и до скорых встреч.